Привет, Арми, давайте перейдем к сегодняшним захватывающим новостям. Вы готовы узнать секрет, который скрывался от общественности, даже их собственным агентством? Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле произойдет, когда два самых харизматичных участника BTS встретятся лично, вдали от всеобщего внимания и толпы фанатов? А что, если запись с камеры видеонаблюдения, которая держалась в тайне, внезапно станет достоянием общественности? Прежде чем мы начнем, обязательно нажмите кнопку подписки, включите уведомления и оставьте свои мысли в комментариях. Как вы думаете, изменит ли этот момент то, как Арми видит отношения Тэхена и Чингука, или прояснит что-то, о чем до сих пор ходили только слухи? Давайте узнаем вместе, это не домыслы, это захватывающее повествование, основанное на фактической информации и разрозненных доказательствах, которое медленно выстраивается в более масштабную картину и душераздирающую. Эта история не начинается на сцене, ни живого выступления или официального видеоблога. Все начинается с одной очень простой вещи. Кадры видеонаблюдения, которые никогда не предназначались для публичного просмотра. Камера была установлена в углу дома, прямо в частной зоне, где обычно не было никакой активности. Но в тот день все было по-другому. В тот день кто-то внезапно вошел в дом Чингука. Кто-то, чей график визитов был неизвестен даже сотрудникам HYBE. Кто-то, кто пришел тихо, без сопровождения, без визажиста, без менеджера. Тэхен. Что сделало этот момент еще более удивительным, так это время и ситуация. Чингука в то время не было дома, или, по крайней мере, так думали все, включая самого Тэхена. Так почему же он пришел? Это был первый вопрос, который возник, когда запись просочилась в сеть. И не только это. Через несколько минут после того, как Тэхен вошел в дом, его поведение начало вызывать вопросы. Он не просто сидел или ждал, не открывал телефон и не играл в игры, как обычно. Он открывал двери одну за другой, из гостиной на кухню, из кухни в комнату Чингука. И вот тут все изменилось. Прожектор в углу потолка записывал каждое его движение. Он открыл гардероб Чингука, коснулся черной куртки с небольшой эмблемой на груди, куртки, которую Чингук, как известно, носит только в уединенные моменты. Тэхен слегка улыбнулся, почти как будто вспоминая о чем-то, затем надел ее. Это была просто тоска по другу, или в этом был более глубокий смысл? Просочившиеся кадры показывают эмоциональный момент. Надев куртку, Тэхен сел на край кровати Чингука и опустил голову. Камера запечатлела движение его губ, как будто молился или разговаривал сам с собой. Звука не было, но выражение его лица было ясным, слезы текли. Что было таким тяжелым, что это заставило Тэхена плакать в доме Чингука, когда никого не было рядом? Несколько минут спустя он достал что-то из кармана, небольшой бежевый конверт, положил на стол у кровати. Конверт никогда не появлялся ни в одной официальной публикации, и до сих пор никто точно не знает, что в нем было. Но одно можно сказать наверняка. Положив письмо, Тэхен встал и еще раз осмотрел комнату, затем вышел, не стерев никаких следов, не спрятав письмо. Как будто он хотел, чтобы Чингук его нашел. И вот что произошло. На следующий день уборщица, отказавшаяся назвать свое имя, заявила, что Чингук вернулся домой и нашел что-то, что оставило его безмолвным более чем на час. Он ни с кем не связывался, он ничего не отправлял и он не выбросил письмо. Вместо этого он хранил его в запертом ящике в своем офисе, таком, который можно было открыть только с помощью отпечатка пальца. Если бы не было ничего странного, почему Чингук чувствовал необходимость хранить его в безопасности? Последующие дни показали, что Чингук заметно изменился. Он стал более замкнутым, его редко видели с другими участниками, даже с Тэхеном, который раньше был так близок ему. Общественность начала строить догадки, но ответов не было. Наконец, запись с камер видеонаблюдения была слита в сеть. Утечка была совершена не хакером, а кем-то, кто имел прямой доступ к внутренней домашней системе Чингука. Было сильное подозрение, что это был старый техник, который больше не работал. Видео длится 28 минут, без монтажа, всего одна камера, одна точка зрения, один момент, все слишком реально. Вот тут-то и начали появляться теории. Некоторые фанаты считают, что письмо – это признание, возможно, что-то, что никогда нельзя было сказать прямо.
может быть, извинение или воспоминание о прошлом. Но некоторые убеждены, что это было предупреждение, что что-то должно было произойти. Через 2 недели после инцидента Чингук отменил свою репетицию ради внутреннего занятия по хореографии без причины, просто короткое сообщение своему менеджеру «мне нужно побыть одному». Вскоре общественность начала замечать, Тэхён тоже исчез с радаров. Никаких новых постов, никакой активности в социальных сетях, даже не появлялся на Уиверс более 10 дней. Что-то должно было случиться. Они что-то скрывали. Почему они отдалились друг от друга после той молчаливой встречи? Или это было не из-за разрыва, а из-за плана, решения или большого обещания? Одно было ясно наверняка – их отношения никогда не были обычными. Они росли вместе под давлением, в центре внимания, ожиданиями и требованиями общественности, в том числе и в отношении их собственных сердец. Теперь кадры стали вирусными. У общественности есть кусочек пазла, которого они никогда не ожидали. Кусок, который показывает самую личную сторону двух людей, которых раньше считали слишком идеальными, чтобы причинять боль. Но им причинили боль. И этот момент – доказательство этого. Что на самом деле произошло после того, как камеры перестали работать? Ночь, возможно, казалась тихой. Но кадры оставили эхо, которое продолжает резонировать с фанатами. Было ли это просто совпадением или молчаливым сигналом, который они посылали из тени? Потому что в мире, где все может быть спроектировано. Самые честные моменты могут быть теми, которые никогда не были спроектированы. Не забудьте подписаться и включить уведомления. Потому что эта история еще не закончилась. И, возможно, правда только начинает просачиваться наружу. И это все, что было раскрыто на данный момент о кадрах видеонаблюдения, которые свели с ума армии по всему миру. Действительно ли Тэхин пробрался в дом Чингука, который никогда не был обнародован? Или есть скрытый мотив, о котором знают только они двое? До сих пор HYBE хранили молчание, а фанаты продолжают строить догадки. Одно можно сказать наверняка – эта тайна только началась. Что вы думаете, армия? Это признак того, что за их дружбой стоит что-то большее. Напишите свои мысли в разделе комментариев, нажмите кнопку лайк, если вы тоже удивлены, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить самые горячие новости о BTS. Увидимся в следующем видео.